Если вы здесь давно, вы знаете меня фрагментами, а если недавно, вообще не знаете. Магия редко выглядит так, как ее привыкли себе представлять. Сегодня видео будет внезапно более серьезным и личным, чем обычно. Давайте знакомиться. Меня зовут Богдан, также известный как Богдан Дарк. Мне захотелось познакомиться с вами, с теми, кто меня регулярно смотрит, пишет, иногда спасает мою веру в человечество. Мне правда очень приятно, без сарказма. Это редкость. История длинная, но я постараюсь сделать long story short. Я практикующий маг, эзотерик и таролог, и занимаюсь этим почти 20 лет. Да, я сам в шоке. Все началось довольно банально и слегка фольклорно. Моя прабабушка научила меня гадать на усеченной французской пикетке, а лет в 13 я купил себе первое марсельское таро. И, спойлер, мы до сих пор вместе. И это самые стабильные отношения в моей жизни. Будучи тинейджером, я активно практиковал деревенскую вульгарную магию и занимался спиритизмом с двоюродными сестрами и родственниками. Да-да, спиритизм был популярен у нас в семье, но об этом когда-нибудь в отдельном видео. В 2011 году у меня случился период внутренней трансформации, и я ушел в западную магическую традицию с уклоном в Викку. А в 2014 году моя жизнь окончательно поехала по рельсам практики, когда я оказался в Московском доме Викан и познакомился с Полиной Парнадой. В МДВ мы с Полиной проводили ритуалы, одними из первых в России начали снимать видео-подкасты о западном магическом ремесле, и я даже некоторое время коллаборировал с Международной языческой федерацией PFI. Гвидан, привет, если ты тут. Примерно тогда же я начал делать свои первые магические свечи. 4 года я проработал в магазине магии «Ведьмино счастье» и до сих пор вспоминаю это время с теплом. И старую команду тоже. Именно там мои ритуальные свечи внезапно стали популярными. Я был сооснователем одной очень скандальной мастерской и впоследствии Ковина. Из песни слов не выкинешь. Но что умерло, уже не оживет. Были свечи, церемониальная магия, греко-египетские папирусы и эксперименты с ними. В общем, было громко и иногда слишком. В 2018 году я ушел в соло. Жизненные приоритеты, знаете ли. И ни разу не пожалел. Самыми мистичными и точными путями меня вывело к моим еврейским корням, к иудаизму. И с этого момента базой моей практики стала иудейская каббалистика. В 2018 году я вошел в состав мастерской Cult and Main, а в 2021 году, находясь в Люксембурге, решил создать сольный проект The Mystery. И сейчас он принадлежит моей сестре, которая была моей подмастерицей и с годами стала полноценным мастером. Хочу твердо обозначить, свечи я больше не произвожу для России и делаю их только в индивидуальном порядке для людей за пределами Российской Федерации. Но затем случилась полномасштабная война в Украине, и все старые планы были сожжены без права на реконструкцию. Началась совершенно другая жизнь, полная действительно самой настоящей магии и божественного провидения. А еще политический активизм, волонтерство и много того, о чем вы можете узнать у меня на странице. Ничего не скрываю. И вот только в 2025 году я наконец решил завести видеоблог, чтобы делиться своим опытом с людьми, которым интересна магия. Особенно сейчас, когда русскоязычных эзотериков за рубежом стало существенно больше, а в России торжествует мракобесие и диктатура. Так что, до встречи на интернет-просторах. С вами был Богдан Дарк. Всех обнимаю. Дальше будет только интереснее.